Веками человечество задает себе один из самых фундаментальных вопросов. Как из неживой материи могла возникнуть первая живых организм? Это не только биологическая загадка, но и проблема, связывающая химию, физику, астрономию и философию. Пока что у ученых нет однозначного ответа, и в течение истории существовали разные гипотезы и теории, от спонтанного химического самоорганизования до гипотезы внеземного происхождения жизни. Научное сообщество долгое время опиралось на предположение, что при достаточно длительных временных масштабах миллионы и миллиарды лет и наличии благоприятных условий вероятностный шанс возникновения такой структурированной системы, как клетка, становится вполне реальным. Однако достижения в области молекулярной биологии, химии и физики не всегда подтверждали легкую осуществимость этой идеи. Наоборот, более точные количественные оценки показали, что вероятность спонтанного возникновения по-настоящему крайне мала, что ставит под сомнение традиционные взгляды на процесс. И тут на сцену выходит новая, революционная работа Роберта Эндреса, специалиста Имперского колледжа Лондона, которая раздвигает границы понимания этой проблемы. Основываясь на математических моделях и теории информации, его теория демонстрирует, что вероятность появления живого организма таким способом несопоставимо малы и, возможно, вовсе невозможны при известных физических и химических условиях. Этот подход заставляет переосмыслить представление о природе возникновения жизни, ставит под сомнение широко распространенные гипотезы и открывает новые направления исследований. Главная идея модели Роберта Эндреса заключается в использовании методов теории информации и алгоритмической сложности для оценки вероятности возникновения сложных организованных структур, подобных клеткам. Он сравнивает этот процесс с написанием осмысленной научной статьи путем случайных букв. Повторимся, представим человека, который пытается написать статью, просто набирая буквы наугад. Шанс, что такой случайный автор создаст логически связный текст или даже отдельное слово, крайне низкий. Обратимся к количественным показателям. Вероятность случайного появления определенного текста длиной n символов, где каждый символ из алфавита из элементов, например, 26 букв латинского алфавита, равна 1/m в степени n-лита. Это число убывает экспоненциально с ростом n. Если нам нужно не просто слово, а целую длинную статью или сложную структуру, вероятность становится ничтожной. В качестве аналогии написать шедевр за один раз, выбрасывая случайные буквы, практически невозможно. Эндрес применяет этот принцип к молекулам, к вероятности того, что из случайных химических реакций на первичной Земле сформируются организованные молекулы, способные функционировать как первая клетка. Он вводит понятие алгоритмической сложности, меры, которая показывает, насколько трудно воссоздать или сжать структуру, и включает понятие информационной энтропии. Чем сложнее соединение, тем выше его алгоритмическая сложность, и тем менее вероятно его случайное образование. Через эти инструменты ученый подсчитал, что вероятность самостоятельного самоорганизации протоклетки минимальна до степени, которая практически равна нулю для всех известных условий планеты. Иными словами, что бы ни случилось, шансы на самозарождение клеточной структуры путем спонтанных химических реакций без внешнего вмешательства в течение геологического времени чисто математически предельно малы. Полезно подчеркнуть, что в модели Эндреса
Крайне важно различать вероятность простых химических реакций и вероятность формирования из них сложных структур, способных развивать жизненные функции. Первый этап – создание базовых молекул уже является нежелательной задачей при учете законов термодинамики и хаоса. Второй – сборка этих молекул в организованные системы, в разы более сложная и невероятная по вероятности. Вторая, не менее важная часть модели – это понимание, почему создание организованных структур так трудно. В рамках закона увеличения энтропии системы в природе стремятся к беспорядку, хаосу и максимальной случайности. Этот принцип термодинамики в Есетнами, известный как второй закон, действует неумолимо и на химические реакции, и на биологические системы. Эндрес подробно исследует, каким образом природные процессы склонны разлагать сложные молекулы и упрощать структуру. Наличие стабильных и функциональных молекул – это результат особых условий и зачастую внешних факторов, таких как энергия ультрафиолетового излучения, радиация, динамичные химические реакции и механические воздействия. Все эти факторы в совокупности делают процесс формирования сложных молекул чрезвычайно хрупким, подверженным ошибкам и разрушению. Кроме того, он показывает, что построение сложных, упорядоченных систем требует не только их получения, но и поддержания в течение определенного времени. А это еще более трудно в условиях ранней Земли. В этом случае первые организмы, зародившись, должны были бороться с постоянным разрушением, что делает вероятность их естественного появления еще более ничтожной. Важнейшие причины этой повышенной сложности – это низкая вероятность удачного соединения молекул для создания необходимой структурной сложности и высокая вероятность ошибок, приводящих к разложению. В результате, если протоматерия только сама по себе играет роль случайного шара, то шансы случайно взрыть устойчивую клетку крайне малы. Часто встречающийся аргумент – это репликация, что при наличии миллиарда или триллиона лет шансы на редкое событие существенно возрастут. Эндрес в своих расчетах подчеркивает, что длительность времени действительно важна, но не решает фундаментальной проблемы вероятности. Он говорит, даже если бы на все планетарные системы во Вселенной было выделено вечно много времени, все равно шансов, что случайным образом возникнет первая клетка, недостаточно. Причина – вероятность самоскошности очень мала, и ее невозможно компенсировать ничего, кроме, возможно, специально организованных механизмов, которых в природе еще не открыли. В результате увеличение временного диапазона увеличивает только шансы на ошибочные случайные события, а не на формирование правильно построенных систем. Это аналогия с игрой в казино. Если вероятность выиграть малюсенькая за одну ставку, то, играя вечно, шансы на выигрыш все равно практически остаются нулевыми. Модель Эндреса показывает, что необходимо учитывать не только общий временной ресурс, но и физические законы, которые регулируют процесс образования структур, и они могут оказываться настолько строгими, что шанс даже в течение миллиардов лет остается очень малым. Ключевым выводом работы Эндреса становится понимание, что простое наблюдение, редкое событие, не открывает всей картины. Ученый предлагает пересмотреть предположения о механизмах фильтрации и накопления сложности в ранних условиях Земли. Были ли какие-то физические принципы или свойства, например, физические законы, которые повышают вероятность формирования структур, недоучитывались? Возможно, существовали параметры окружающей среды, позволяющие существенно снизить алгоритмическую сложность или повысить вероятность вязки молекул. Параллельно возникает логичный вопрос. Если вероятность подобного события настолько мала,
то может ли в природе вообще существовать механизм, который бы обеспечивал такие шансы. Возможно, в основе механизма появления жизни лежат еще не открытые физические принципы, или в лучшем случае, все же редкие и особые события, вызываемые уникальными условиями. Эндрос делает важное обобщение. Для понимания происхождения жизни необходимо искать не только химические реакции, но и понять базовые физические законы, которые могли бы обеспечить создание порядка из хаоса. Это может включать новые свойства материи, неожиданные взаимодействия или свойства вакуума, которые в рамках современной физики пока не изучены. Иными словами, путь к разгадке – это не только химия или биология, а более глубокое понимание физических законов, которые дают системе возможность преодолевать энтропийный хаос и систематически собираться в организованные формы. В рамках своих исследований Эндрос кратко рассматривает гипотезу панспермии, теорию о том, что жизнь могла быть занесена на Землю извне через космический транспорт живых микроорганизмов или их молекулярных компонентов. Эта идея была предложена знаменитыми учеными Фрэнсисом Криком и Лесли Аргелом, а также многими другими. Он признает, что гипотеза отчасти устраняет проблему низкой вероятности, если жизнь уже была создана где-то за пределами Земли и затем перенесена сюда. Однако, по его мнению, такая гипотеза содержит собственные сложности и противоречит принципам простоты. Она требует наличия сложных процессов, существовавших в далеких уголках космоса. Например, трансформированных космических кораблей, живых организмов, выдерживающих экстремальные условия. Кроме того, такой сценарий противоречит принципу бритвы Оккама, согласно которому более вероятные объяснения самые простые. В данном случае гипотеза панспермии кажется более сложной и менее логичной, несмотря на свою возможную правдоподобность. Заключение. Она может быть частью сценария, может быть частью сценария, но сама по себе не снимает низкую вероятность спонтанного возникновения жизни. Работа Роберта Эндроса вызывает множество вопросов. Например, какие физические законы или свойства материи могли бы существенно повысить шансы появления жизни? Какие новые экспериментальные или теоретические подходы необходимы для поиска этих закономерностей? На сегодняшний день его моделирование показывает, что если исходить из известных законов физики и химии, вероятность появления жизни путем случайных реакций из базовых молекул очень низка. В связи с этим необходимо разрабатывать новые теории, которые могли бы объяснить, каким образом природные или внеземные факторы могли бы помочь снизить алгоритмическую сложность этого процесса или повысить вероятность организации. Это могут быть новые свойства физических взаимодействий, нестандартные реакции, фундаментальные свойства вакуума или механизмы, которые в рамках текущей науки еще не обнаружены. Например, гипотеза критического поля или особых условий, которые могли бы усиливать концентрацию, упаковку или синтез структур. Важной задачей также является поиск природных условий, допускающих функцию ускорителей для формирования жизни. Например, наличие твердых поверхностей, гидротермальных источников, больших количеств энергии. Все эти факторы должны быть инвестированы в будущие исследования, чтобы понять, каким образом сложность могла преодолеть барьеры, заложенные в физические законы. Эти усилия требуют междисциплинарного подхода, объединения физики, астрономии, химии и биологии. В этом направлении работают современные лаборатории и космические миссии, ищущие признаки жизни, более глубокое изучение экстремофилов и условий внеземных планет. Модель Эндроса
Это важный вектор в научных исследованиях, потому что она дает количественную оценку невероятной сложности процесса появления живых систем. Основная идея, что появление жизни, то это редкое, почти невероятное событие, вызывает пересмотр лонгстендинг взглядов и заставляет искать новые принципы. Это не означает, что жизнь невозможна. Скорее, она требует особых условий, либо присутствия еще неизвестных физических законов, которые бы повысили вероятность. Результаты работы подчеркивают, что для окончательного ответа необходимо интегрировать идеи из физики, химии, математики и биологии и искать те закономерности, которые ранее игнорировались. В будущем, возможно, мы услышим о новых теориях, концепциях и экспериментах, которые раскроют, каким образом из принципов, заложенных в природе, могли возникнуть первые живые системы. Самое главное – это понимание, что происхождение жизни не просто вопрос случайности. Это сложная многофакторная проблема, которая требует глубоких знаний и новых научных подходов. Работа Эндреса служит тревожным и вдохновляющим напоминанием о том, что даже несмотря на огромное время и пространство, шансы природного появления жизни – чрезвычайно малы при известных физических законах. А потому познание этих законов и создание новых теорий – главная задача будущего.